Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Так. Может проигрываться, что у некоторых из вас есть своего рода какой-то жизненный тупик. Это могут быть абсолютно разные ситуации. Тупик в работе, тупик в личных отношениях, когда, если вот касательно работы, допустим, это увольнение, сокращение, когда ты не знаешь, как жить дальше, за что жить, да, если особых накоплений нету. Это может быть тупик в личной жизни. Скорее всего, это проигрывается как раз у большинства тупик именно из-за женщины. У нас королева кубков выпала. Это развод, разрыв, которые сделали вас, в принципе, да, вот таким вот одиноким человеком, у которого разрушены как-то вот все перспективы, да, человек, который не знает, как двигаться дальше. Опять же, говорю о том, что у некоторых это сейчас ситуация, некоторые уже пережили ее, да, вот такая вот тупиковая своего рода ситуация, когда вы очень конфликтный разрыв у вас был. Дама у вас была хоть и любимая, но довольно конфликтная. Мозг выносила довольно часто, придиралась. То есть это были токсичные, очень сложные отношения. Может проигрываться измены, вранье. Причем вы какой-то период думали, да, взвешивали, расходиться, не расходиться. Я не могу сказать, что вы так в одночасье прям хлопнули дверью и ушли. Ну, знаете, это как будто пришел конец вашему терпению. Вы знали много чего, вы подозревали, да, вы, может быть, даже какие-то факты находили, там, измены, вранья. Но, тем не менее, как-то то ли самообманом занимались, вот как-то не хотелось верить. Даже, может быть, люди вам говорили, что где-то с кем-то ее видели, да, вот не хотели вы верить, не хотели бы расходиться поначалу, да, просто потому что любили эту женщину. Но, тем не менее. Так, что еще проигрывается? Да что ж такое? Так. Что у нас еще проигрывается? Да, здесь однозначно башня произошла, то есть это потеря семьи, это потеря любимого человека. Может даже проигрываться переезд у некоторых, переезд в другой город, в другой район города, да, вот, то есть смена квартиры. Здесь у всех абсолютно по-разному может проигрываться. И какой-то период вот вы либо сейчас находитесь, либо уже прошли, но вы были отшельником, да, ну то есть не хотелось никого и ничего. Может проигрываться чувство одиночества, состояние ненужности, да, вот разрушилась семья, разрушились отношения, и, ну, знаете, как это часто бывает, довольно длительный период может казаться, что ты никому не нужен, да, вот свет погас, все, нет смысла в жизни, нет никакой ни мотивации, ничего. Но я вам скажу, что вы все равно, вы по жизни победитель. Вы быстро воспрянете. Я думаю, что вы все равно так взбодритесь, вы возьмете себя в руки. Потому что вы, в общем-то, человек, который привык быть победителем. Как бы вам тяжело не было, вы будете побеждать, вы побеждали. У вас вообще по жизни как-то была не одна тяжелая ситуация, но все равно вы из нее выходили победителем. Это будет очередная. Опять же, вам поможет в этом женщина. Сейчас, на данный момент, я не вижу у вас любовных отношений. Я имею в виду серьезных отношений. Да? Здесь может проигрываться и нехватка интима. Здесь может проигрываться ваше такое очень осторожное, знаете, вот отношение к женщинам, да, потому что те, кто пережили довольно непростое расставание, они, как правило, ну, очень осторожно входят в новые отношения. Да, и особого азарта я такого вот не вижу, чтобы прям вы стремились так срочно что-то делать, где-то искать. Да, знакомства могут быть, но все равно это как-то все не то. Вот вы не готовы открыться. Я не вижу, чтобы вы открылись
вот навстречу новой женщине. Вот абсолютно я не вижу, чтобы вы открылись. Вот посмотрите, страхи, 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 да, тройка мечей. Вот почему, вот очень четко, вот 3 карты нам говорит, да, почему вы не можете влюбиться, вы не можете найти новую женщину, потому что страхи, у кого-то комплексы, плюс это ваше разбитое сердце, предательство, которое вы пережили, они вас останавливают, вот останавливают. Какая бы красивая женщина перед вами ни была, вот вы не можете заставить себя влюбиться, вы не можете заставить начать какие-то вот серьезные отношения. Легкие отношения – это совершенно другая история, мы сейчас не об этом. Но хочется, с другой стороны, вот в душе вам очень хочется любить и быть любимым. Но как-то, знаете, вот вы пока подождете, вот какой-то период вы еще подождете, вы не будете активно действовать. Несмотря на то, что хочется, да, но вы себя останавливаете вот этим блоком. Вот эта психотравма, она вас и останавливает. Это очень сильный такой вот, знаете, вот стопор, что ли, я не знаю даже какое слово подобрать, да, вот что не дает вам наладить вашу жизнь, вот именно останавливает. Так, поехали дальше, да, что у нас происходит, что у нас будет происходить, какая дама к нам пожалует, к вам, вернее. Смотрите, какая же женщина думает о вас, да? Вот давайте смотреть, какая женщина. Эта дама, но она довольно непростая. Она может с виду казаться такой королевой неприступной, только не надо думать, что это бывшая. Ребят, мы сейчас будем разбираться. Она может казаться внешне такой холодной снежной королевой. На самом деле она, ну, такой, как неуверенный, неоперившийся птенчик. Вот эта ее холодность, это маска. Это может быть родом из детства, потому что человек пережил много неприятных моментов от своей матери, либо же вообще от своих родителей. Это человек, который много перетерпел в своей жизни именно, вот знаете, унижений, оскорблений. Поэтому вот ее и сделала вот именно жесткой вот эти вот именно моменты из детства, да, потому что на самом деле она немного другая. Но опять же, вот к ней боятся люди подходить, ну, не люди, а вообще я имею в виду мужчины, не в общем-то все люди. Мужчины ее побаиваются, потому что вот именно ее внешность, вот какая-то она немного неприступная. Хотя, еще раз говорю, в душе она такой вот птенчик-птенчик. Эта женщина может проигрываться даже замужней, либо же несвободной. Это женщина, которая, вот она пытается быть такой сильной, она пытается вот за счет каких-то манипуляций укрощать других. У нее это не всегда получается, но тем не менее она старается вот казаться сильной, очень даже сильной. Она довольно справедливая, она довольно уверенная в себе, но опять же здесь очень много таких вот чисто психологических моментов. Человек в своей жизни пережил много драм. Эта женщина и измену претерпевала. Эта женщина много натерпелась вот именно, знаете, от своего окружения. У нее довольно непростая судьба была. Вот довольно непростая. Это сделало ее вот такой жесткой. Хотя, опять же, говорю, что это жесткость напускное. Вот напускное, ну, здесь надо реально ее к специалисту показать, потому что, ну, как бы проблемки есть именно психологического вот характера. Да, вот она у нас королевой мечей выпала, потому что человек на самом деле, знаете, вот в душе, вот кто разбирается хоть немного в Таро, в душе она королева кубков. То есть мягкая, она больше такая покладистая, податливая, добрая. Но внешне ты не подкопаешься. Поэтому думайте, анализируйте, вот кто есть в вашем окружении, да, вот я сейчас пытаюсь описать, и опять же говорю, она может быть, скорее всего, занята, не свободна, у нее есть мужчина, причем мужчина, ну, довольно солидный, мужчина довольно такой обеспеченный при деньгах, может даже с погонами быть это связано.
Это может быть человек, который довольно властный, да, вот он ее тоже ну, держит так в ежовых рукавицах, поэтому ей непросто. И вот у нее такая жизнь, знаете, что сейчас вот не очень простая, что в детстве была. Поэтому у нее как бы такие, знаете, вот негативные наслоения, то, конечно же, ее жизнь закалила, потому и она так и стала такой снежной королевой. Так, что еще нам поведают карты? Смотрите, с ней у вас может быть любовный роман. Хотя, опять же, какой-то период она будет вот вас сдерживать, да, вот она будет, ну, не то чтобы вас сдерживать, от порывов я имею в виду, да, вот вы ее когда заметите, ну, когда начнете сближаться с ней, вот она вас именно как-то завлечет, именно как сексуальная партнерша, вот в этом плане, да, вы не будете ее рассматривать для семьи, потому что, во-первых, она занята, во-вторых, вот как-то, но она привлечет, вот знаете, какая-то изюминка в ней будет. Опять же, у каждого это будет по-своему, но чем-то вот она возьмет. Знаете, бывают женщины даже вот с определенной энергетикой. Вроде бы она такая холодная, неприступная, но какая-то манящая, да? Вот что-то такое привлечет, что вы начнете уже ее добиваться. Вот она, вот почему она думает о вас, да, вот вы ей понравились своей какой-то прямотой, вы понравились своей жизненной позицией, вы нравитесь ей именно, вот знаете, как вы коммуницируете с людьми, как вы общаетесь. Вот она видит, знаете, вот у вас такой вот именно мужской стержень, который очень влечет многих женщин. Вот дома у нее такой, ну, больше диктатор, да, такой вот, который держит в ежовых рукавицах. Вы же вот для нее более мягкий. Вот вы кажетесь ей более мягким, чем ее муж. Вы более лояльный, вы более уступчивый, да. Я не могу сказать, что она влюбилась по уши, нет. Ей просто, знаете, вот нравятся вот некоторые ваши качества. Ну, сказать, что она сразу бы хотела с вами там в койку прыгать, нет. Здесь больше вы будете ее завоевывать, вот как-то она вот привлечет. Чем вы будете дальше, больше с ней общаться. Опять же, у каждого будет своя ситуация, но вот вы как-то будете чаще пересекаться. И здесь уже вы отметите эту женщину для себя, да, потому что она, да, она-то думает о вас, она может мечтать все что угодно, но вот ее сдерживает, вот то ли страх перед мужем ее может сдерживать, ее может сдерживать вообще. А как будет, а что будет? Вот это ее внутренняя неуверенность, вот это ее внутренняя такая девочка-девочка, да? Хоть внешне она и снежная королева. То есть здесь очень много таких неопределенных моментов. Но вы будете своего добиваться, да? Вот именно поначалу вы будете добиваться, чтобы вот как-то вот зароманить, да? Вот вы не будете думать ни про какие серьезные отношения, потому что, ну, во-первых, она занята, да? Некоторые из вас, конечно же, могут сказать, что нет, я с замужними не буду, нет. Но здесь какая-то, знаете, вот ситуация будет экстраординарная, даже я бы сказала. Вот какая-то, ну я не знаю, магия это, мистика. Давайте уточним, вот почему вас будет так к ней тянуть, если она не свободная, да? Вот она не свободная, почему будет так тянуть? Ну, конечно. Смотрите, здесь и магия выпадает, ребят. Похоже, что эта женщина все-таки, она либо сама занимается магией, либо ходит. Она может сделать привороты. Вот на мужчин, которые ей нравятся, она делает привороты. Поэтому, смотрите, потому вас может и тянуть к ней, потому что, в принципе, вы не из тех людей, которые пойдут и будут там развлекаться с замужними женщинами. Здесь вот именно магия проигрывается, понимаете? И здесь какая-то двоякая такая ситуация. С одной стороны, она вас держит далеко, ну так, не решается, но с другой стороны, зачем тогда делать привороты, да? Вот давайте уточним даже этот момент. Какая-то, ну, стрёмная, да?
Но это похоже больше, знаете, на такую развлекаловку. Это развлекаловка. Нет, это развлекаловка. Это женщина, которая, знаете, вот она за счет других мужчин, ну и вас в том числе, она вот хочет, знаете, отвлечься от этого своего такого диктатора. Вот у нее семья так и останется. Нет, она периодически, вот знаете, периодически она бывает вот зароманит, да? Я почему-то думала вначале, что она такая вся белая пушистая. Нет. Она периодически тоже бывает вылетит из гнезда, так сказать, зароманит и назад в семью возвращается. Но это не потому, что она такая вот плохая, а потому, что ее вот, ну, так подавляет очень сильно муж, что она вот, знаете, вот иногда хочет как будто из клетки вырваться. Здесь уже, знаете, такая ситуация, что, казалось бы, ну не нравится тебе муж, ну уйди, да, если тебе так плохо, тяжело. Опять же держит финансы, опять же держит красивая жизнь, потому что мужчина обеспеченный. И она периодически так вот вылетает. И так, точно так же вы попали, вот, ну так сказать, под руку, да, вот под глаз даже попали ей, да, так сказать, я не знаю. То есть она положила глаз на вас, да, ну это чисто так. Развлечься, но опять же, и боюсь, и хочу. Вот она, знаете, вот, ну какой-то вот кукловод, я даже не знаю, как слова подобрать. Вот кукловод, да, и хочу, и сдерживаюсь, понимаете? То есть она вас привлечет, вы начнете ее добиваться, она будет очень осторожна. Но потом, да, потом она вам откроется. Если хотите, вы можете с ней зароманить. Но я думаю, вряд ли кто из вас пойдет, потому что у вас другие принципы. Вы не пойдете на вот эти вот какие-то развлекаловки, тем более с замужними женщинами. Поэтому смотрите. Я думаю, вы все поняли, да, потому что довольно такая запутанная история. Сначала она будет держать оборону. Да, она думает о вас, да, вы ей нравитесь, все, но как-то вот то ли муж ее пугает, вот что-то ее будет сдерживать. Здесь вы начнете уже оборону пробивать, уже вы захотите ее завоевать. Но, тем не менее, смотрите, она сдастся, но это будет такой легкий роман. Если захотите, опять же, можете и пороманить. Ну, из семьи она не уйдет. Поэтому, если вы влюбитесь в нее, ребят, ну, я вам не советую влюбляться. Так, можете, если кто хотите, пороманить, но не более того, потому что дама из семьи не уйдет. И страх перед мужем, и деньги, да и вообще какая-то она стрёмная, если честно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!